Невозможное возможно. Наши спортсмены приняли участие в международных соревнованиях «Лазер Хоум-ран». В принципе, «Лазер-ран» – это одна из дисциплин современного пятиборья, которая включает бег и стрельбу из лазерного пистолета. Казалось бы, эти виды очень сложно уместить в домашние условия, однако соревнования успешно проведены. В них участвовало более 800 спортсменов из 52 стран мира. В том числе выступали 8 новосибирцев. Подробности в репортаже Евгения Савченко. Это лазер-ран из прошлой жизни. В привычном формате участники бегут небольшой круг, стреляют, снова бегут и снова стреляют. Дисциплина безопасна, доступна и призвана увеличивать количество поклонников современного пятиборья. А вот новый формат лазер Хоум-ран. В зависимости от возрастной группы, желающие участвовать в соревнованиях должны были либо сделать прыжки с разведением рук и ног, либо прыжки из приседа. Ветераны бежали с высоким подниманием бедра. 20 повторений, стрельба с 5 метров, еще 20 повторений, вновь стрельба, 3-4 круга финиш. Спортсмены группами присоединялись к турниру в программе Zoom, лучшие выходили в финал. Стрелять было гораздо проще, чем после бега, потому что когда ты делаешь джампинг-джек, не так устаешь, как на беге. Попало, все, волновалась? Было такое, но в основном попадало. Какие-то смешанные эмоции. Я могла увидеть своих соперников, как и на обычных соревнованиях, но в то же время я находилась одна дома. Немного волновалась, как и на обычных соревнованиях, но я понимала, что это такие же соревнования обычные. Я очень довольна. За минуту 49 это мой рекорд пока что. В общей сложности в соревнованиях выступал 801 спортсмен из 52 стран. Среди них олимпийцы, чемпионы и любители от 6 до 83 лет. Владислава Бульба показала лучший результат среди новосибирских участников. Она была второй в своей группе, уступила только сопернице из Белоруссии. Однако ее результат не позволил выйти в финал, как и другим атлетам из нашего региона. Впрочем, медали не были главной задачей турнира. Задача сейчас у всех была в эти дни самоизоляции – это поддержать форму свою, да? И соревнования «Лазер Хоум-ран» очень, как говорится, нам в этом деле помогли. Потому что в любом случае пришлось пройти все этапы. Это настройка, подготовка, мандраж перед соревнованиями, соответственно, само выступление. То есть в этих условиях мы еще смогли получить соревновательный опыт. Это помогло переключиться, потому что мы же готовились к этому, мы тренировались, стреляли дома, нам Олег Иванович привез мишени, пистолеты. И это все равно разгрузка от обычного времени. И соревнования тоже что-то необычное. Турниру не хватало строгих ограничений и судейства. Если присмотреться к участникам финала, невооруженным глазом видны погрешности спортсменов при выполнении прыжков. Кто делал хуже, получал преимущество, но арбитры оставляли это без внимания. Но в принципе онлайн-формат оказался интересным и может иметь продолжение даже без карантина. Сам формат показал, что это можно делать. Чуть-чуть надо регламентировать правильное выполнение упражнений. На стадионе мы можем провести это мероприятие, где четкий стадион, четкая дистанция, абсолютно онлайн можно мировое мероприятие проводить. Сейчас пятиборцы получили возможность выйти на улицу, могут тренироваться пусть и в одиночном формате. Все ждут полноценных турниров, общения, когда-то вернутся и они. И не исключено, в календаре появятся новые соревнования в режиме онлайн, собирающие спортсменов со всей планеты. Карантин, с одной стороны, сузил пространство, с другой показал новый мир спорта, который не имеет границ.